Всем привет! Вы на канале Стильное вязание от Марины Маргун. Сегодня я покажу, как связать вот такую вот двухстороннюю косичку из лицевых петель. Использовать ее можно для вязания шарфиков. Это отличный вариант, чтобы шарфик получился двухсторонним. Также для снудов или, может быть, даже для кардиганов, если вы хотите, чтобы край кардигана при отвороте выглядел красиво. Итак, начинаем вязание. Нам понадобятся спицы подходящего размера под вашу пряжу и вот такая вот дополнительная спица, или просто можно взять чулочную спицу для вывязывания кос. Для начала набираем на спицы 12 петель. Если вы хотите, чтобы ваша коса была шире, нежели у меня, вы можете набрать большее количество петель. Число должно быть парным и делиться на 3. Начинаем вязать первый ряд. Нить держим перед работой. Первую петлю переснимаем на правую спицу, не провязанной. Вторую петлю провязываем лицевой за переднюю стенку. Следующую петлю снова переснимаем на спицу не провязанной. И дальше провязываем за переднюю стенку. Так чередуем через одну петлю и вяжем до конца ряда. Таким образом у нас получается полая резинка. Последнюю петлю провязываем за переднюю стенку лицевой. Разворачиваем работу на другую сторону. Снова рабочая нить у нас перед работой. Первую петлю снимаем не провязанной. Вторую петлю лицевой. Снова чередуем до конца ряда. Разворачиваем на лицевую сторону. Начинаем вязать третий ряд. Снова разворачиваем работу. Сейчас у нас четвертый ряд. Вот таким вот образом мы уже провязали 4 ряда. Но если смотреть по петлях, выглядит как будто бы провязано только 2 ряда. С изнаночной стороны выглядит точно так же. Далее у нас идет 5-й лицевой ряд. В этом ряду мы начинаем делать первое переплетение. Нить держим перед работой и переснимаем на дополнительную спицу 4 петли. Сразу первую петлю. Далее нить отводим за работу и переснимаем еще 3 петли. Петли оставляем перед работой. Вяжем следующих 4 петли. Первую петлю снимаем нить перед работой. Вторая лицевая за переднюю стенку. Третья петля снимаем нить перед работой. Четвертая лицевая за переднюю стенку. Далее нужно провязать 4 петли с дополнительной спицей. Первую петлю снимаем не провязанной. Вторую петлю вяжем лицевой. Третья петля не провязана. Четвертая лицевая. Осталось довязать ряд до конца. Снова чередуем, одну петлю не провязываем. Следующая лицевая. Последнюю петлю также провязываем лицевой за переднюю стенку. Таким образом мы сделали первое переплетение. Разворачиваем на изнаночную сторону, нить перед работой и вяжем снова
так как и до этого. Первую петлю снимаем, вторую лицевой за переднюю стенку. Разворачиваем на лицевую сторону и снова вяжем ряд до конца. Последняя петля лицевая за переднюю стенку. С изнаночной стороны вяжем третий ряд. Это после нашего переплетения. Четвертый лицевой ряд. Нить перед работой. Первую петлю снимаем и вяжем ряд до конца. Изнаночный ряд. Провязываем последнюю петлю изнаночного ряда. Это был пятый ряд после переплетения. И далее в шестом ряду мы будем делать второй переплет. Первые 4 петли мы провязываем, как и обычно. Далее берем снова дополнительную спицу и переснимаем на нее следующих 4 петли. Оставляем их за работой, нить выводим наперед, вяжем следующие 4 петли с основной спицы. Далее вяжем петли с дополнительной спицы. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой. Вот таким вот образом мы сделали уже второй переплет. Далее, после этого ряда, мы снова ж таки вяжем 5 рядов, из которых 3 изнаночных и 2 лицевых. И далее в шестом ряду делаем снова переплет, такой же, как и первый раз. Так чередуем наши переплеты, и получается вот такая вот красивая коса. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь моим видео в соцсетях. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем удачи и пока!